Почти 9 месяцев 60-летняя Галина Дербиш находится в Гродненском СИЗО. Из них 4 в одиночной камере. По словам сотрудников КГБ, это наказание за ее вульгарное поведение. Звучит все это, конечно, бредово, как и обвинение, предъявленное пенсионерке. Совершение акта терроризма, за что ей грозит до 20 лет лишения свободы. Женщину подозревают в причастности к группе Автуховича. О нем на режимном телевидении несколько месяцев назад показали фильм «Тротил протеста». В блокбастере председателя КГБ Ивана Тертеля рассказали и про Галину. Якобы она вела слежку за сотрудником ОМОНа, пока Автухович и его подельники взрывали авто силовика. Дочь подозреваемой не знает, знакома ли ее мать с фигурантами данного дела, но сомневается, что пенсионерка с кнопочным телефоном могла участвовать в подобных операциях. Известно, что с каждым днем Галине Дербиш в застенках тюрьмы становится все хуже. Ранее женщина перенесла 2 операции по удалению опухоли. Кроме того, у пенсионерки проблемы с сердцем. После тяжелой аварии у нее не работает одна рука. А на сегодняшний день у нее вылетели все пломбы и начался стоматит. Женщина несколько раз теряла сознание, из-за чего на теле имеется множество синяков. Естественно, должной медицинской помощи ей никто не оказывает. Дочь задержанной не понимает, почему к ее матери такое жестокое отношение и почему ее до сих пор не признали политзаключенной. Давайте вместе поддержим Галину Дербиш и напишем ей письма. Ситуация страшная и очень важно не оставлять беззащитного человека, справляться с ней наедине. Пока простые люди выживают на нищенскую зарплату в 300 рублей, управление делами так называемого президента решило ни в чем себе не отказывать. На днях на сайте госзакупок появилась информация о том, что бояре жаждут приобрести Audi A8 машину, которая была признана самым роскошным автомобилем конкурса World Car Awards 2018. Стоимость 3 таких ласточек оценивается в $360 тысяч. Что ж, красиво жить не запретишь, особенно на народные деньги. Отметим, что непомерные траты и материальное излишество – это отличительная черта всех диктаторских режимов. Майбах, Тесла в подарок от Илона Маска, который, услышав о нем, был несколько озадачен, и многие другие дорогие игрушки, вроде 7 мерседесов за 600 тысяч евро для охраны нелегитимного. Справедливости ради, для безопасности целой страны хватило бы и пары санитаров. Впрочем, иногда кое-что перепадает и простым белорусам. То флагшток на $500 000, то общественный туалет за $1 миллион. Это ли не забота о людях? А пока в Беларуси родители вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребенка в школу, главная проблема тех, кто мнит себя элитой, устаревший автопарк. Пропасть между народом и самопровозглашенной властью продолжает расти. Провластные профсоюзы устроили аттракцион невиданной щедрости к 1 сентября. Однако попасть на него могут только свои, те, кто исправно платит взносы в родные первички. Канал «Белорусское объединение рабочих» сообщил о такой ситуации на Минском моторном заводе. По информации источника, на предприятии вышел приказ о выплате материальной помощи ко Дню знаний. И вроде бы этот порыв выглядит благородно, однако трудовой коллектив возмущен тем, что деньги будут переводиться только членам профсоюза Белпрофмаш из средств завода, в равной степени принадлежащих всем работникам. Сотрудники считают такое решение дискриминационным и нарушающим трудовой кодекс. Примечательно, что руководство предприятия намерено выплатить по 2 базовые величины или 58 рублей на каждого ребенка сотрудника. При этом всего на эту цель гендиректор Рогожник постановил выделить 174 рубля. То есть путем простого подсчета мы узнаем, что помощь получат 3 ребенка. Прямо скажем, это маловато для предприятия, на котором работают более 4000 сотрудников. Судя по всему, даже из-под палки люди не горят желанием вступать в провластный профсоюз. К слову, Белпрофмаш запустил такую акцию не только на ММЗ. По данным с официального сайта профсоюза, для подготовки к новому учебному году помощь уже оказана более 4000 детей на сумму в 235 тысяч рублей. Это меньше стоимости одной машины для чиновника из администрации нелегитимного. Очевидно, любители роскошных авто считают, что рабочие, которых они загнали в провластные профсоюзы, будут рады и этой подачке. Но давайте разберемся, насколько она облегчит жизнь родителям школьников. Минимальный базовый набор необходимого к 1 сентября оценивается примерно в 400 рублей. Это без учета школьной формы, оплаты за обеды, учебники и прочие поборы. Сумма в 58 рублей, которую щедрый профсоюз выделяет на одного ребенка, не покроет полностью ни одну из необходимых покупок. Только портфель тянет на сумму в 2 раза больше. Впрочем, у тех, кто решил устроить эту ярмарку тщеславия за счет людей, которые не состоят в провластных профсоюзах, один коврик в машине будет стоить как сбор пары десятков бедных детей в школу. Такая она страна для жизни верных слуг Лукашенко.
«Я не заслуживаю изоляции от общества, я хочу быть полезным ему». Это цитата из последнего слова экс-чиновника Юрия Синькова, которого суд Ленинского района Минска приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Причиной такого приговора стало то, что бывший начальник финансового отдела вышел против системы, а именно принимал участие в мирных акциях протеста в период с 16 по 23 августа. За это мужчина, кстати, уже 5 раз был судим по народным статьям и в сумме провел в ВВС 50 суток. Только вот последняя отсидка оказалась роковой, так как на свободу Юрий так и не вышел. Его перевезли в СИЗО Новодарского. Официально приговор звучит так. Принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, оказывал неповиновение требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорта, нарушал общественный порядок с целью выражения общественно-политических взглядов, публично выкрикивал лозунги, хлопал, размахивал руками. И вишенка на торте. Публично оскорбил Лукашенко. Кроме срока, Юрию Синькову придется выплатить ущерб Минсктрансу. Хотя, по словам осужденного, на проезжую часть он выходил максимум на 1 минуту, чем никак не мог помешать движению транспорта. Однако ни это, ни другие доводы в защиту бывшего чиновника на судью Татьяну Шотик не повлияли. И она все же отправила мужчину за решетку. Сам же Юрий свое участие в акциях протеста на суде объяснил своей излишней эмоциональностью. Однажды ему довелось лицезреть, как люди в форме избивают безоружного человека дубинками. Именно эта сцена и побудила его выйти против системы. К сожалению, в нашей стране жестокость награждается медалями за отвагу, а люди с чувством гуманности оказываются в тюрьме. Сегодня на 74-м году жизни не стало знаменитого белорусского поэта Олеся Рязанова. Его творчество сильно повлияло на многих молодых поэтов нашей страны, а лирика органично вписывала его в европейский литературный контекст. Рязанов переводил с литовского, грузинского, чешского и других языков. В 1969 году после открытого письма в ЦК Компартии Беларуси с требованием восстановить преподавание на филфаке БГУ на белорусском языке он был исключен из университета. Однако после заступничества Максима Танка смог доучиться в педагогическом институте в Бресте. Как мы видим, репрессировать активных студентов с сильными национальными убеждениями появилось в нашей стране задолго до прихода Лукашенко к власти. Интересно, соизволит ли горячий поклонник стихов Быкова высказать свои соболезнования, или у него сегодня очередные дожинки, а на представителей культуры, как обычно, плевать. В белорусских литературных кругах много говорили о том, что Олесь Рязанов – возможный претендент на высшую литературную награду – Нобелевскую премию. Но был ли он на нее номинирован, мы сможем узнать только спустя годы. Шведская академия открывает свои архивы только по прошествии 50 лет со дня церемонии. И сейчас мы знаем только номинантов с 1971 года. Олесь Рязанов навсегда останется в истории белорусской литературы как автор, открывший для читателя версеты, квантемы и множество других неординарных поэтических форм. Редакция Маланка Медиа скорбит вместе со всеми, для кого значима белорусская поэзия и творчество ушедшего автора. Друзья, после просмотра новостей переходите на наш второй канал Маланка Лайв, где в 20:00 я и мой коллега Андрей Микрюков проведем для вас ток-шоу «Народ спросит». До встречи там и живи Беларусь!